Предлагаю вам приготовить овощные оладьи из кабачков. Замечательные, очень вкусные и аппетитные. Их можно подать как на завтрак, так и на обед, со сметаной, натуральным йогуртом или сливочным сыром. Попробуйте, это блюдо понравится вам однозначно. Всем привет! Я Света, и вы на канале Home Food. Итак, поехали готовить! Пол средней луковицы нарезаем мелким кубиком. Лук подойдет любой, берите какой у вас есть. Нарезали, перекладываем в миску. Следом натираем на крупной терке 150 грамм моркови. Это 2 средних корнеплода. Туда же в миску к луку. Подсаливаем щепоткой соли. Размешиваем. Заливаем крутым кипятком и оставляем постоять на 5 минут. Тем самым мы пассируем овощи. Тем временем 2 средних кабачка очищаем от кожуры. Их нам понадобится 550 грамм. 5 минут прошло. Откидываем морковь с луком на дуршлаг. Избавляемся от жидкости. Далее также на крупной терке натираем кабачки. Отправляем все в миску и подсаливаем щепоткой соли. Хорошенечко перемешиваем, чтобы кабачок пустил сок. И таким же методом через дуршлаг отжимаем его. Сок нам не понадобится. Теперь объединяем овощи. Солим, перчим по вкусу. И еще добавляем 2 яйца. Затем к 100 граммам муки всыпаем 8 грамм разрыхлителя. Размешиваем. После чего просеиваем к основным ингредиентам. Замешиваем овощное тесто при помощи столовой ложки. Все готово. Обжариваем на предварительно разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла. Формируем оладушки желаемого размера. Жарим на среднем огне под крышкой. С 2 сторон до готовности и красивого золотистого цвета. Я обжариваю примерно по 2-3 минуты с каждой стороны. Плита включена на 3 из максимальных 6. Вот такие они красивые и лакомые получаются. Подаем вкусные и полезные оладьи в горячем виде с различными заправками. Обязательно приготовьте, попробуйте и порадуйте себя. Приятного всем аппетита! Понравилось видео? Подпишись, прокомментируй и поделись роликом с другом. А еще спасибо за палец вверх. Заходи в гости на мой ТикТок и Инстаграм. Ссылки снизу в инфобоксе. Всем желаю удачи в приготовлении
И прощаюсь совсем ненадолго. До новых рецептов. Пока-пока!